Ребят, всем здравствуйте! Ну что, нашла я заключительную орхидею, которая была ранее на продажу и досталась мне опять же в наследство по причине корневой гнили. Вот такие у нее страшные и плохие корни. Но единственное, есть прогресс, конечно, это вот данный корешочек. А все остальное это плохое, испорченное и гнилое. Конечно, такую орхидею я продать не могла. И я ее оставила себе на восстановление. 2 месяца прошло, как она у меня находится. И вот корешочек здесь есть, здесь тоже. Но видите, какая ситуация с листьями также. Они морщинились, потеряли частично тургор. Вот эти листики, верхние 2, ну, даже 3 уже тоже восстанавливается получше. А вот эти 2 нижних, они похуже. Ну, потому что есть проблема внутри грунта. Лечить нужно было орхидею, конечно, пораньше, ну даже на месяц раньше. Но опять же, ребят, в связи со своей занятостью мне этого не удавалось сделать. И орхидейка, в принципе, молодцом. Она держится. С одной стороны, может быть, оно и к лучшему, что я ее не трогала, не паниковала. И орхидея справляется нормально. Но если вы новичок, то так, конечно, экспериментировать не стоит. Как только вы видите, что листья начинают морщиниться, корневая гниет, все, ребят, вам нужно ее пересаживать. И сейчас я вот прям в голову, мне такая интересная посадка пришла. Никогда раньше не садила. Поэкспериментирую, посмотрю. Но опять же, я-то думаю одно, а сейчас мы вскроем горшок. Вдруг там окажется абсолютно что-то другое. Какой-то гнилостный процесс, который не остановлен. И, соответственно, та посадка, она мне не подойдет. Но давайте вместе с вами будем вскрывать и смотреть, что же у нее с корнями внутри. Вот такими специальными ножничками. Очень понравилось, конечно, с ними работать, но можно было бы и обычными ножницами. Ну да ладно. Для орхидей должно быть все самое лучшее. Аккуратно. Не стараюсь, ребят, ни в коем случае вот этот активный корень затронуть как-либо пальцем. Если корешочек вот с такой пипочкой и он является активным, лучше всего не докасаться, иначе остановит свой рост и закуклится. Мох, как вы сами видите, он у меня уже увлажненный. Обязательно, даже вот если вот этот растущий корешочек, который есть, и при сухом грунте начнете отдирать, соответственно, корень также повреждаете, нарушаете веломен, и корешочек начинает портиться. Мох снимается достаточно легко, потому что внутри, скорее всего, никаких корней их и нет. Там просто лишь внутри плотно и очень плотно набитый ком мха, а корни они вот здесь вот все на поверхности. Непонятно мне до сих пор, вот сколько я с орхидеями вообще нахожусь, для чего? Зачем вот так сильно набивать мох? Он в таком количестве и такой плотностью, он орхидеям абсолютно не нужен. Вот такой ком мха и на такое количество корней. Ну что ж, давайте смотреть. Все это сейчас будем вместе с вами удалять, состригать. Обязательно прощупываем каждый плохой корешочек. И корневая, видите, какая коричневая. Мне нужно также постараться не задеть вот этот корешочек. Так, подлезу-ка я вот пока так. Абсолютно каждый корень трогаем, прощупываем. С виду как будто бы местами и хорошие, нормальные, такие твердые. Но трогая его, понимаешь, что он уже сгнивший и абсолютно безжизненный. Видите, какие они внутри полые, все пропавшие. Ножницы, конечно, вот они
хорошими корешочками справляются, а вот с такими затвердевшими уже плоховато. В этом случае лучше всего было бы брать секатор. Так, вот этот он хороший корень, пусть даже и цветом вот таким. Заметили, какая корневая у орхидеи? Вот здесь изначально она серая, а здесь такая темная, коричневая. Но и мох, посмотрите также, насколько он темный. Видимо, изначально сам садовник чем-то удобрял, что весь мох он стал таким коричневым. Я единственное, что с ней делала, это добавляла ей привикур. Орхидеи, которые растут мои, вот так от привикура себя они, конечно, не ведут, чтобы все коричневело. Возможно, также отложение солей. Это мы здесь стараемся орхидейкам давать водичку, да самую лучшую, кипяченую, профильтрованную. Садовники, ну я насколько думаю, уж не знаю, утверждать не буду, они скорее всего насчет этого не заморачиваются. Берут какую-то воду из провода и орошают, поливают орхидейки. Вот где-то шелестит, есть еще один корешочек. Вот он плохой, сухой. Смотрю вот так сейчас на ее корневую, конечно, и радуюсь. То, что я ей хотела предложить, задумала, оно у меня исполнится. Потому что корневая система, она хоть и была гнилостная, но на данный момент она является, ну, так скажем, здоровой. Если посмотреть вот это видео, там, где у орхидеи также с виду казалось все нормально, хорошо, но когда я начала все вытаскивать из мха, там у нее был гнилостный процесс на самой корневой системе. Здесь нет, здесь все спокойненько. Вот этот цветоносик, я его также отстригаю, он мне не нужен. Этот оставлю. Ну, либо также вот прям аккуратненько подлезу. Ножницы вообще плохо не стригут, надо на такие случаи секатор брать. Ну а теперь, конечно, я удаляю чешуйки. Они мне не нужны абсолютно, потому что потом, не дай бог, вода сюда проникнет при поливе. Останется, вытащить я уже отсюда ее не смогу достать. Вот эту чешуйку. Так, нет, там ничего ей не мешает. Думала, что не смогу снять, но смогу. Сейчас этот вот корешочек старый удалю и освобожу. Вода сюда попадает и остается там. Чем бы ты ни промакивал, все равно потом крайне сложно воду из таких засохших чешуек отсюда достать. Так, вот этот цветоносик вижу. Также его удалю. Так, рядом, ребят, растет у меня вот такой корень. Он, видите, под чешуйкой сидел и не смог пробиться наружу. Аккуратно его не затрагиваем. Я стараюсь вот так удалить цветонос. Так, на шее, ну сейчас вот это все вне камеры очищу, чешуечки, которые у меня здесь есть. И далее приступаем к ее корневой системе. Так, смотрю, кручу, верчу, вроде бы больше уже ничего нет. Вот этот единственный здесь немного подсохший корень удаляю. И глядя вот на такие корни, вот видите, вот здесь корешочек, на конце чернота. Я его трогаю, он нормальный. Ребят, это просто лишь-напросто он ни в коем случае никакой плохой, и удалять его не надо. Просто здесь грибковость, она раньше была. Это сажистый, возможно, что сажистый грибок. И он так здесь и остается. Вреда, видите, вреда никакого корневой системе не приносит. Также стволик я его укорачивать не буду. Да здесь вообще чуть-чуть, и смысла этого резать нет. Единственное, что я сейчас делаю, вот это место и вот это. Здесь были корешочки, я их отстригла. И примажу
обязательно Максимом, потому что это здоровая свежая рана. Чтобы бациллы никакие туда не проникли, обязательно запечатываю. Беру контактный фунгицид Максим и буквально немножко примазываю. И также вместо цветоноса, там такая полость небольшая, ну тоже решила залить, у меня такие сомнения, кажется, как будто бы там ткань, она не совсем засохшая. И оставляю все это на просушку обязательно на 15-30 минут, как только Максим подсохнет. Все, ребят, орхидеечка у меня подсохла, и теперь уже готова отправляться в посадку. Насколько мы знаем, именно закрытая система, она является стимулирующей посадкой. И опять же, в моем арсенале ничего не нашлось пластмассового, кроме того, как бутылки. Я вообще изначально хотела поставить ее в горшок объемом 1 и 2, ну, обычный специальный для орхидей, но он оказался крайне большим. И для наращивания корневой системы, чтобы этот процесс также ускорить, необходимо давать наименьший объем внутри грунта. И вот такая вот бутылка 1,5 литра. А данная бутылка у меня объемом 2 литра. Но так вот, если посмотреть, конечно, этот объем для корневой системы, он большеват. Но то, что я хочу ей предложить, я больше склоняюсь всего к этому. И то, что я хочу, как именно уложить для нее грунт, стою еще вот голову ломаю, как мне это, конечно, лучше всего сделать. Вот это вот прям вообще так идеально, самый наименьший, самый лучший. И, ребят, не забываем о том, что орхидея ранее сидела во влагоемком грунте. Это полностью был мох. Поэтому такие орхидеи я бы вам не рекомендовала усаживать в кору. Не то, что в орхиату, а в кору. Орхиата, она сама по себе, да, влагоемкая. Но именно кора, которая магазинная, либо вы собираете сами, и она не имеет хорошую впитываемость, лучше всего не садить. Можно орхидеи таким способом и неправильной компоновкой грунта еще больше усугубить положение, и орхидея может начать чахнуть дальше. Ее корневая система, она привыкла именно к влажной среде, к влажному грунту. Ну ладно, буду изощряться именно над данным кашпо и что-то пробовать сюда уложить, потому что не хочу. Это очень большой для такой маленькой корневой системы, и орхидеи будет сложнее приспосабливаться. Давайте выберем объемом 1,5 литра. На дно в качестве дренажного уровня у меня будет циафлора. Сейчас она сухая. Оно и к лучшему. Я хотела использовать ее влажную, но нет. Потом расскажу почему. Почему именно сухая мне нужна циафлора. В наличии, ребят, циафлора есть. Обращайтесь. Почта России, могу отправлять. И примеряю. Вот тот корешочек, который у меня активный, я крайне вообще за ним слежу, чтобы он никуда не делся и не застронулся. Ну да, в принципе, столько мне будет достаточно. Сейчас еще сверху уложу орхидейки орхиату. И уже поверх орхиаты я посажу саму орхидеечку. Буду брать для нее орхиаты крупной фракции. Закрытая система. В такую систему посадки орхидею с гнилостным откровенным процессом ни в коем случае усаживать нельзя, потому что влага здесь, она находится вся внутри, задерживается там. И лучше всего орхидеи вот такие, либо с идеально здоровой корневой усаживать, чтобы ничего не провоцировать в дальнейшем. Еще раз примеряю. Да, вот так орхидейки будет достаточно. С одной стороны, конечно, закрытая система для орхидей это очень хорошо, стимулятор для наращивания корневой системы. Но если неправильно к этому подойти и на этот момент, когда я вам сказала перемотать, не смотреть все внимательно и засадить непонятно с какой корневой, с гнилостной, то ждите уже в дальнейшем плачевный результат.
Сейчас сюда я буду подготавливать грунт и в грунт наливать фитоловин. Это биологический препарат, с которым, ребят, также необходимо работать в воде, прокипяченной и профильтрованной. Биологические препараты в воде из-под крана, они не работают. И для профилактики здесь уже не лечение. Мы видим, да, что гнилостный процесс, он остановлен, но профилактировать все равно мне будет необходимо ровно до тех пор, пока я не увижу, что идет рост корневой системы и у орхидеи все хорошо. Для профилактики фитоловин нужно брать 2 мл на 1 литр воды, а если лечение 2 мл на 0,5 литра воды. Также фитоловин, он есть у меня в наличии. Обращайтесь, Почта России, могу отправлять рабочий препарат. Он меня всегда спасает и выручает. Беру мох сфагнум, вообще идеальный, русский, очень красивый, прям пахнет лесом, лесом, лесом. Вот даже видите, есть листики. Вот такой прекрасный мох, изумительный, не то, что продают у нас в магазинах. И опять же, реклама, ребята, в наличии есть. Если что, могу отправить. И я решила в полив фитоловин не добавлять, а именно замочу в данном растворе только лишь мох. Все равно взаимодействие уже в будущем с корневой системой у орхидеи с мхом будет. И так как у нас мох будет напитан препаратом, фунгицидом, тем самым он будет предотвращать орхидею от гнилостного процесса. Мох беру на глаз. Вот прям не знаю, сколько мне нужно на посадку. Я его замачиваю. 5 минут постоял у меня, напитался. И, соответственно, таким очень мокрым я его ни в коем случае добавить в посадку не могу. Отжимаю. И перемешиваю его со старым мхом. Я всегда, ребят, привыкла именно брать в посадку старый грунт. Пусть он даже гнилостный, пусть он даже какой-то плохой, но он имеет место быть. Кто бы что мне ни говорил, но мой личный опыт показывает, что орхидеи со своей микрофлорой, гнилостные и всякое разное, они намного лучше приспосабливаются к посадке. Задумка моя вообще изначально такова, что я хочу мох уложить полностью по всему периметру. Мох, он будет, конечно, очень долго держать воду. Посмотрим, конечно, что у меня сейчас получится. Но думаю, что все должно получиться. Так как орхидейка, как я и ранее сказала, она жила и была в мху, и его необходимо добавлять. Вот прям я бы вам советовала и рекомендовала. Буквально вот так немного сейчас слоями буду его здесь пролаживать, а в середину я уже хочу добавить орхиату. Плотно я его ни в коем случае сюда не укладываю, чтобы имела возможность орхидея дышать. И мох, он держит очень долго, хорошо влагу, создает именно ту влажность, которая орхидее необходима. Если где-то плотненько сейчас укладываю, то вот этой вот палочкой я его и распределяю. Так, смотрю, получается ли у меня внутри отверстие для орхиаты. Пока что да. Обязательно следите именно за тем моментом, чтобы у вас при посадке виднелась корневая система, чтобы это был регулятор роста. Если вы корневую систему видеть не будете, ну даже вот я, если ее не вижу, все, мне становится плохо. Я не вижу, какое у орхидеи развитие и что вообще с ней происходит. Поэтому обязательно вы старайтесь, чтобы вот так вот корешочек, он находился у стенки. И мы тем самым могли видеть, какое состояние у корневой системы. Не гниет ли там чего, не нарастает ли там чего. Вот сейчас я внутри вижу то самое отверстие, куда мне необходимо проложить орхиату. И сейчас я ее туда укладываю, пока мох совсем вовнутрь не упал.
Чтобы не было заглохания корневой системы, я беру орхиату крупной фракции 18-25 мм. Потому что для закрытой системы я выбрала очень влагоемкий компонент. Чем меньше будет кора, тем больше будет вариант того, что корневая система может начать гнить. И нам необходимо создать внутри такой влагоемкой посадки очень много воздушных карманов. Вам, конечно, ребят, здесь мало и плохо что видно, но я стараюсь именно туда под попочку, под ствол проложить, пропихнуть орхиату. Такая посадка вообще впервые не только на моем канале, а на моем орхидейном опыте. Посмотрим, как себя орхидея поведет, понравится ей или нет. О, такой даже комок огромный можно уложить. Приобретайте. Также орхиата у меня есть в наличии. Под моим давлением мох, он немного начинает сляживаться, но я за этим также слежу и его распрямляю, чтобы не утрамбовывался и плотно не садился. Вот видите, вот она, орхиата крупной фракции здесь лежит. Теперь у меня моха нет с этой стороны, сюда его докладываю. Раньше у меня были такие посадки, как, например, вот в этом видео. Но, так скажем, я сейчас пошла от обратного. Там наоборот. Орхидея, она изначально, когда сидела вот в этом моховом коме, я ее усадила, а по периметру уложила орхиату. Здесь наоборот. Я хочу по периметру уложить мох, а там уже вовнутри у меня будет орхиата. Вот так это будет выглядеть. Вот он, ребят, корешочек. Наконец-то я его нашла. И корешочки также, наши индикаторы роста. Все, они у меня здесь. Вижу, что не хватает мне мха вот с этой стороны. Сюда докладываю. Чуть позже я объясню, к чему все эти мои манипуляции. И почему именно такой метод посадки я решила подобрать для данной орхидеи. Также я слежу за тем моментом, вот сейчас смотрю, что мох, он завалился туда в середину. Отодвигаю от шеи, от ствола обязательно. Видите, мох не утрамбован, лежит воздушным слоем. И далее также вот этот корешочек активный, не стараясь его задеть, пропихиваю туда далее орхиату. Стараюсь выбирать крупную фракцию, укладываю и наблюдаю, что вот вижу. Вам, конечно, этого не видно, но вот видно сквозь камеру. Вот эти места, такие хорошие воздушные карманы, которые, ребят, обязательно в посадке, они в любой посадке они должны быть. Иначе заглохнет, иначе будет гнить. Все до конца уложила. И это будет у меня выглядеть ровно вот так. Орхидейка сидит здесь плотненько, никуда не болтается. Вот в это место нужно будет мне доложить мха. Потому что, видите, здесь корневая, она маленько не прикрыта. С этой стороны все везде. Корешочки есть. Мох не утрамбован. И здесь еще маленько не хватает. Также беру мох старый, мох новый и прикладываю. Все, вот столько будет нам достаточно. Везде мох лежит, орхиата лежит, и все у орхидейки хорошо. Давайте в общем посмотрим, как это будет выглядеть. Мне кажется, что орхидее это очень понравится. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какие ощущения у вас. Все корешочки и даже вот этот активный, я его вижу. Вот, постаралась также их по периметру здесь оставить, чтобы был индикатор. Почему именно для этой орхидеи я решила подобрать такую компоновку, вообще вот так ее усадить таким методом и способом? Мне, ребят, очень нравится.
Кажется, орхидея тоже вообще это зайдет на отлично. Единственное, что я сейчас не буду предпринимать к ней, посмотрим, конечно, как она со временем себя поведет. Если тургор не начнет восстанавливаться, то я дальше поставлю опоры. Вот понаблюдаю в течение, допустим, недели. Если за неделю все хорошо и листики окрепнут, то и смысла в этих опорах не будет. Мох сверху на данный момент я не буду укладывать ни в коем случае. Для того, чтобы не произошло внутри данной посадки заглыхание. Мох, он очень долго будет держать влагу, и полив будет совершаться именно по этому слою грунта. И если постоянно вода-вода, сырость-сырость, и воздух плохо оттуда выходит, это чревато именно тем, что корневая перестает дышать, заглыхание и гниль. Почему я именно пришла к такому методу посадки? Я решила просто лишь-напросто что-то новое использовать для себя. Усадила, так скажем, орхидею в моховой ком. Мне кажется, мой вариант будет верным, что такая посадка, она является стимулирующей, но без того закрытая система, она стимулирующая. Плюс еще именно вот таким образом я уложила весь грунт. Сейчас у меня будет первый полив у орхидеи. Это сделать можно, но буквально немножко. Сам по себе вообще мох, он изначально увлажнен. Если вы боитесь, можете вообще пока не трогать до тех пор, пока у вас не высохнет мох. Взаимодействие с корневой системой так таковой ее и не было. Гнилостные корни, которые я убрала, они у нас являлись на момент стрижки корневой системы сухими. И вот таким вот способом вот эту водичку с фитоловином я также ей буду продолжать давать. Вот таким методом буду поливать. Мох, как я ранее сказала, очень хорошо впитывает в себя воду. И для чего мне нужна была именно сухая циафлора? Та вода, которая будет в переизбытке, она уйдет на низ, и циафлора ее впитает. Для первого раза будет достаточно такого полива, но и в последующем также не стараюсь и не буду стараться ее переувлажнять. Вот видите, водичка уже сюда стекла, все лишнее она на себя будет брать. Но если вдруг я замечу, что что-то пошло не так, и орхидее не нравится, допустим, корни начинают портиться, отсюда ее доставать не буду. Дай бог нам этого момента не застать. Я просто-напросто сделаю здесь небольшие отверстия у мха, посмотрю, с какой стороны идет какой-то гнилостный процесс, но вытаскивать пока я отсюда не намерена. Я посадки вообще не стараюсь дергать туда-сюда. Я стараюсь решить найти какой-то способ, не доставая отсюда орхидею. Каждый раз, когда вы их трогаете, вы их пересаживаете, вы создаете орхидеи наибольший стресс. Есть много различных методов и способов не доставать орхидею из посадки, а продолжать ее восстанавливать в старом грунте. И ни в коем случае мне нельзя орхидею поливать на данный момент именно погружением. Я практикую такое, что когда орхидея сидит в закрытой системе, я могу ее полностью полить, но воду сливаю. Это именно такой полив у меня на зимний период времени, потому что подоконники холодные. А летом я им обычно именно вот уровень дренажного слоя оставляю водичку, и этого им хватает. Эта орхидея будет стоять на реанимационном окне. Там тепло, но все равно, ребят, с поливом нужно быть крайне аккуратным. Немного старайтесь по всему периметру увлажнить мох, только лишь мох. Ни в коем случае не старайтесь, чтобы у вас вода сюда до конца слилась. Только лишь мох. Орхиату также не стараюсь увлажнить. Я же его замочила в фитоловине, он был увлажненный. Сейчас еще водички подлила, и он стал более увлажненным. Но я думаю, что он будет просыхать достаточно таки быстро, недолго, 2 недели он не будет здесь воду держать, потому что я его не утрамбовывала. Вот эти вот все воздушные карманы, вот они, вот внизу. И вот здесь они присутствуют. Если я
уложила бы все плотно, то вот этот уровень именно посадки, он бы находился постоянно во влажной среде. И воде бы просто-напросто некуда было выйти, она бы здесь оставалась. Именно вот в этом уровне может произойти заглыхание. Поэтому старайтесь воздушных карманов делать как можно больше. Ну что ж, ребят, будем орхидею вот таким образом выращивать, за ней наблюдать. Думаю, что у меня все получится. Конечно, с вашими наилучшими и добрыми пожеланиями. Всем всего самого доброго. Всем пока.